Всем привет! В комментариях меня давно просят рассказать, какие супы я готовлю. И сегодня я эту просьбу выполняю. Покажу несложные и очень вкусные супчики, но каждый со своим секретом. И без долгих вступлений начну. Сначала приготовлю очень нежный и вкусный грибной суп. Нарезаю немного грибов, примерно 150 граммов. Я готовлю небольшую кастрюлю, потому что дети грибы не едят. Еще понадобится небольшое куриное филе, можно даже часть взять. И сразу подготовлю чеснок. Придавливаю ножом и измельчаю. Кастрюлю я использую 2-литровую. Все буду готовить в ней, в том числе и обжаривать. Наливаю немного масла и обжариваю филе. Как только оно схватится со всех сторон, выкладываю грибы и обжариваю вместе с филе. Спустя минут 5 добавляю чеснок, 2 столовые ложки муки и столовую ложку с горкой манки. Мука даст густоту, а манка впитает в себя аромат и вкус грибов, тем самым придаст супчику более насыщенный вкус. Обжариваю муку и манку минуты 3, а затем медленно, постоянно помешивая, вливаю 350 граммов молока и столько же воды. Солю, добавляю перец и четверть чайной ложки молотого мускатного ореха. Все перемешиваю и вливаю 100 мл сливок. Можно брать любой жирности, у меня 15%. В процессе варки я добавляю еще воды почти до полной кастрюли. Спустя 10 минут от начала кипения достаю из кастрюли филе и нарезаю его на кусочки. Отправляю обратно в кастрюлю, даю покипеть буквально полминутки и выключаю. Супчик нежный, тягучий, очень вкусный. Мне нравится он с домашними сухариками. Такие крем-супы можно готовить и с рыбой, и с овощами, добавлять в них сыр, много вариантов. И экспериментировать с составом можно долго. Следующий суп рыбный, очень простой, но очень вкусный. Сначала подготовлю овощи. Примерно 500-600 граммов картофеля нарезаю кубиками. Одну крупную луковицу режу перьями. Морковь натираю на терке для корейской моркови. Мне так нравится больше. И 2 помидора. Я очистила их от кожуры и нарезаю кубиками. Еще понадобится бульон. У меня овощной, но неплохо использовать и рыбный, конечно. Ставлю его на плиту и как закипит, отправляю туда картофель. Пока он варится, займусь остальными овощами. Обжариваю в масле лук, а когда он станет мягким, добавляю к нему морковь. А спустя минут 10 отправляю в сковороду и помидоры. Тушу под крышкой 5-7 минут. Снимаю с огня и отправляю в кастрюлю к картофелю. Добавляю перец, пару лавровых листочков, треть чайной ложки молотого кориандра и перехожу к рыбе. Рыбу я беру копченую, обязательно горячего копчения. Благодаря ей супчик будет иметь неповторимый вкус. Сегодня мой выбор пал на скумбрию, но можно и любую другую брать, но желательно без мелких костей. Освобождаю филе от кожи и хребта. Впоследствии филе я разобрала на кусочки, заодно удостоверившись в отсутствии костей, и отправляю его в суп. Следом за ним укроп. Рыбка очень соленая. Даю супчику покипеть пару минут и пробую на соль. Можно немного добавить. Суп готов. Очень и очень ароматный, вкусный, его даже дополнять ничем не нужно. Обязательно попробуйте сварить рыбный суп именно с копченой рыбой, не пожалеете. Есть у меня в запасе один очень интересный супчик. Он довольно необычный. Для него одно яйцо разделяю на белок и желток. Желток пока убираю. К 350 граммам фарша добавляю соль, перец и вливаю белок. Очень хорошо вымешиваю руками. Сначала фарш будет жидким, но по мере вымешивания консистенция его изменится. При необходимости можно добавить манку или муку. Так же, как и в первом рецепте, готовить все буду в одной кастрюле. Да и вообще я люблю варить супы без использования сковороды.
Обжариваю в масле лук, а после того, как он размягчится, добавляю потертую на терке морковь, один порезанный болгарский перец, стебель сельдерея и продолжаю готовить до мягкости моркови. Меня просили показать, как использовать замороженный бульон для супа. Здесь все очень просто. Но раз просили, покажу. Баночку с концентрированным бульоном я подержала под горячей водой, он с легкостью выскользнул в кастрюлю. Добавляю теперь примерно 1,5 литра воды. Конечно, можно здесь использовать и свежесваренный бульон, ну или обойтись без него. Даю бульону растаять и закипеть, а пока промою рис. Я всегда беру на глаз вот такую горсточку. Но если быть точной, здесь его 80 граммов. Отправляю его в кастрюлю и следом пару порезанных кубиком картофелин. Хотя можно и без картошки обойтись в этом супе, но тогда нужно брать риса побольше. Из подготовленного фарша леплю фрикадельки. Их тоже в кастрюлю, как только суп снова закипит. Теперь солю и добавляю перец. А когда все компоненты супа готовы, провожу одну манипуляцию. Здесь примерно 200 граммов натурального йогурта без добавок. Вливаю сюда оставшийся от фарша желток и перемешиваю хорошо. Разбавляю 1-2 ложками бульона, а затем вливаю в кастрюлю и сразу перемешиваю. Как только снова начал кипеть, сразу выключаю. Суп этот вроде и обычный, но всего один ингредиент кардинально его меняет. За счет йогурта он очень нежный, имеет тонкий вкус, но на самом деле словами описать сложно. Лучше попробуйте. А вот здесь у меня варится солянка. Никак не могла обойти ее стороной. Еще ее иногда называют супом второго дня, ведь часто продукты для нее остаются именно после застолья. Мне кажется, у каждой хозяйки свой рецепт, ну а я поделюсь моим. Сначала мелко нарезаю одну крупную луковицу. Одну среднюю морковь режу кубиком. Можно и на терке потереть, но я для солянки морковь всегда нарезаю именно кубиком. Еще я обязательно использую здесь сельдерей. Измельчаю 1-2 стебля. Прямо в кастрюле обжариваю лук, а когда он станет мягким, добавляю и морковь. Обжариваю вместе, и когда морковь заметно отдала цвет маслу, в серединку выкладываю столовую ложку томатной пасты. Обжариваю ее, помешивая, постепенно соединяя с овощами. И еще одну ложечку. Добавляю сюда сельдерей. Теперь важный ингредиент – квашеная капуста. Всегда кладу на глаз, но здесь примерно 200 граммов ее. Знаю, что не все с ней готовят, но если не делали так, обязательно попробуйте добавить ее в вашу солянку. Капусту я режу помельче, чтобы она не выбивалась из формата остальных ингредиентов. Отправляю ее в кастрюлю. Неплохо сюда добавить немного рассола, вот тут огуречный, но можно и от помидоров, и даже от квашеной капусты. Примерно 200 мл добавляю. Как закипит, тушу на медленном огне минут 10. Тем временем подготовлю огурцы. Нарезаю их четвертинками. Я обычно беру какие есть, соленые или маринованные. Эти маринованные. Добавляю к готовящимся овощам. Сюда же перец и чайную ложку с горкой копченой паприки. Пока не солю. Заливаю овощи водой, около 1,5 литров на кастрюлю объемом чуть больше 3,5 литров. Еще накануне я готовила салат с копченой грудкой, и у меня осталась кость. У нее тоже можно взять немного вкуса. Отправляю в кастрюлю. Туда же пару лавровых листочков. Варю еще минут 10-15, а пока подготовлю все остальное. Солянка без копченостей не бывает. У меня остатки колбасы и грудинки, а также несколько охотничьих колбасок. Все нарезаю некрупными кусочками. Общий вес почти 400 граммов. Еще нарезаю немного оливок, пару зубчиков чеснока и примерно четверть лимона. Убираю из кастрюли косточку и отправляю туда копчености. Следом оливки. Если есть каперсы, их тоже можно добавить. Здесь уже можно попробовать на соль. Я ее добавлять не буду, суп достаточно соленый.
Даю пару минут покипеть, затем добавляю чеснок, лимоны и выключаю. Можно добавить сюда и картошку тоже, но мне привычней этот суп без нее. Солянка это очень наваристая, насыщенная, с ярким ароматом, очень вкусная. Можно добавить сюда сметаны и зелени. Надеюсь, сегодняшние рецепты будут полезны. Готовьте и пишите ваши отзывы. Мне важно знать ваше мнение. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.